поскольку это 1.8, 97 год. Все как вы любите. Он люто яро дымит таким офигенским, классным, таким вот, знаете, насыщенным запахом. Таким прям вот, класс, красота. Короче, синий дым фигачит из мотора. Надо делать раскоксовку. Купили, где-то лежит Лавр 203. Сейчас мы мотор прогреем. Бахнем лавруху туда. Оно час постоит. Все сольется туда. Поменяем масло, сольем, зальем промывочное масло, погоняем на промывке, сольем промывку и зальем уже нормальное масло. Так, ну первым делом надо посмотреть, что там у нас в горшках, поскольку мы будем лить ML 203 и, ну, чтобы, так сказать, для чистоты эксперимента. У нас есть вот самая мега дешманская видеокамера с Алиэкспресса за 315 что-то такое рублей. Или 325, ну, короче, за копейки. Вот, включил подсветочку, вот у нас телефончик. Так, здесь у нас запись. И опускаем. Ну, горшочек такой черненький. Что это такое? А, это цеповка. Я уже перекакался. 2 цеповки на впуск. Наверное. Второй цилиндр. Самый лютый. Ага, и он в ВМТ находится. Но он такой черненький. Третий тоже такой же, да, видно. И четвертый. Ну, все они грязные, черные, закоксованные там. Сейчас попробуем посмотреть на клапана. Клапан, клапанок. Как бы нам тебя увидеть. И нифига этой камеры, ничего не видно. Увы, ребята. Хрен, что там увидишь. Ну, все там черное внутри. Вот сейчас впускной клапан. Впускной клапан сейчас открыт. Вот он, да. И второй впускной клапан открыт. Да, там, конечно, на ножках такая грязюка, такая конкрет. О, нифига там, короче. Грязь. Реально прям грязище. Так что здесь у нас 2 впускных. Но они закрыты. Ну, короче, все понятно. Понятно то, что нифига не понятно. Этой камерой хрен что видишь с этим зеркальцем. Конструкция зеркала не очень правильная. Она должна быть... Сам диаметр зеркальца должен быть больше. Он должен выходить за края, тогда будет видно в это зеркальце. А когда оно вот такого же диаметра, как и камера снимать в принципе нормально. То есть она довольно-таки, ну, видно что-нибудь. А так вот, ну, игрушка. Сейчас померяем компрессию, зальем Лавра и пускай стоит, киснет. Меряем компрессию. Отключили топливный насос. Это самый правый. На 50 ампер предохранитель в колодке, которая расположена рядом с аккумулятором. Ну, начнем с самого крайнего первого цилиндра. Раз, два, три, погнали. О! Офигеть. Тут аж 17, ё-моё. Перебор. Второй. Хорош. 14. Третий цилиндр. Поехали. Может, он дизельный, мы не знали? Наверное, да. 16. Хорош. 16 и идет, короче, на второй круг. Почти 17 там. Это же скач, слушай, чувак. Ну, по крайней мере, что я тебе хочу сказать, что клапана у тебя сидят очень плотно. Это из-за нагара. Может быть, да. Четвертый, последний. Хорош. 17. Это жесть. Это же скач. А как так вообще получается? Я вот что-то вот не понимаю, как вот он вот по второму кругу там 16. Не, это рабочий компрессометр, я им много раз мерил компрессию. Первый раз я им мерил компрессию на своей Мазде
Что за фигня? Как это так? 16 очков спокойно, короче, типа прям... 25-летний Opel. 25-летний Opel делает 16 очков. Адская компрессия, ребят. Ну, давайте, короче, сейчас мы его прогреем. Зальем лавруху. Он постоит на 45 минут ровно. То заливаем промывочное масло. Мы купили тут, короче, Синтек фирму. Ну, оно там 10-40. Во, вот такое вот. Во. Вот прям вот. Короче, это промывка. 100% пакет импортных присадок. Во, видите, какие там вот. Масла нету совсем, только присадки. Им промываем мотор, сливаем и заливаем. Новый этот какого? Новое масло, фильтр ставим новый и вперед по газам. Ну вот так вот он дымит на холостую. Это в принципе такая холодная температура относительно. Холодная? Ну тут 20 типа показывает. А нет, 20 это остаток в баке. Ну да, холодный. Вот так вот дымит. Неплохо так. Машина не дымит совсем, смотри. Так. Лавр ML203. Надеюсь, краску с поддона не сожрет за 45 минут. 21 пошел. 20. Там еще половина. Может еще по одному уже. Да, и по десятке еще. По 10. 2. Ну почти вся ушла. Все готово. Так, ставим. На пару оборотов уже сказали, да? Там в мурзилке написано устроить баню. Ну, сейчас там как раз баня. Сейчас там все это будет нагреваться, и пары должны подниматься вверх. Так, компания Лавр, денег пришлите, пожалуйста. Очень надо. Помираем. В России кризис дикий. Денег нет, вы там держитесь. Так что высылайте. Желательно полвагона. Готово. Ждем. Так, из первого цилиндра вот такая жижа. Сливаем назад в бутылочку, но вдруг пригодится. Ну, смотрите, стояла там. То есть колечки держали. Либо все настолько было плохо, что колечки застряли в распор. И поэтому жидкость не сливалась. Да, здесь явно меньше жидкости. Ну и свеча в этом цилиндре во втором была гораздо чернее, чем бы нам всем хотелось. Надеюсь, на впуск или на выпуск это все дело не ушло. Третий цилиндр. Блин. Что-то как-то вот это вот уже печально. Совсем пусто. И четвертый цилиндр. Ну, чуть-чуть есть, но мало. То есть только первый цилиндр у нас дал более-менее какой-то результат. Там сейчас примерно столько вот жидкости. Она дымится благополучно так. А тут стетоскоп смотреть нечего, так все видно. Давай, гляди. Вон как глядишь там. Грязюка второй. О, в втором цилиндре тоже уже скач. Так, третий. Уже скач. Четвертый. Тоже как бы не весело. Сливаем старое масло, заливаем промывку, ставим старые свечи и заводим на старых свечах. Так, первый запуск. Пробуем. Все, поставили, масло промывочное залили. Погнали. Капец. А еще раз. Все, первую езжай. Езжай нахуй отсюда. Езжай, езжай, езжай.
Ё-моё! Вонючий. Все, стой. Пускай потарахтит, да, на холостую. Чуть-чуть, а потом прогазуем ее хорошенечко, чтобы прям все говно из нее вылезло. Я так думаю, что погрелось. И самое время погазовать. Давай. До 3000 примерно. Ну не чтобы прям вот дымило, ну так дымит, да. А ну-ка брось. Еще газу. Брынь, брынь. Ой. Капец, ё-моё. Давай еще дрынь-дрынь. Хорошая зона. Походу то, что ни хрена не помогло. Блин, сколько она стоила? 620 рублей. Сожгли впустую. Плюс новые свечи. Правда, сейчас масло не промывочное на самом. Ну, мы промываем, только оно масло не промывочное, оно 1040 полусинтетика залито. Я думаю, ничего страшного. На нем хотя бы газовать можно в отсечку. Оно хотя бы масло, типа. Вроде как, а может и не масло. Да, это же скач, ребята. Все равно дымит. Не, может быть, через пару дней она пропердится, просрется, все старое говно выгорит в глушителе, и оно будет нормально фигачить, без дыма. Но это не точно. Так, ставим новые свечки. Вот видите, вот старая была двухконтактка, а мы ставим одну контактку. Были НГКшки, мы ставим Денса. Вот такие вот, вот такой вот номер. Если кому вдруг интересно. L11 KG 16CR L11 ЕК. Ну, имхана, видите, желтая юбка. Свеча пропускала уже. Это новая свеча. Ну, правда, одноконтактная, не двухконтактная. Но все равно. По горшкам 3 горшка сухих, 3-й цилиндр макроват немножко. Ну, ничего, поездим, а там, может, еще раз сделаем раскоксовочку. Закручиваем свечи, заводимся, смотрим.